Что такое чек-лист? Что такое тест-кейс? Какую тестовую документацию тестировщики используют в своей работе? Меня зовут Игорь, и вы снова на канале QA Labs. Поехали! И сегодня мы поговорим про виды тестовой документации. А именно разберем такие популярные документы, как чек-лист, тест-кейс, тест-план и другие. Для начала давайте ознакомимся, какие же виды тестовой документации могут быть. Я бы сказал, что это может быть не полный список, но это та основа, которую, возможно, чаще всего придется встретить в своей работе. При этом самые популярные тестовые документы, с которыми придется работать тестировщику, это, конечно же, тест-план, чек-лист, тест-кейс, баг-репорт и, конечно же, отчеты о пройденном процессе тестирования, такие как тест-саммари репорт. Ну а теперь давайте сделаем краткий обзор всех видов популярной тестовой документации. Итак, тест-план. Если говорить коротко, то это документ, который описывает весь объем по тестированию. Чек-лист и тест-кейс. Я бы сказал, что это самые популярные тестовые документы, которые используют в работе тестировщик. Это то, что описывает сценарии, по которым необходимо тестировать тот или иной функционал в программном обеспечении. Баг-репорты. Это некие отчеты о найденных дефектах. То есть, когда мы находим расхождение между требованиями и реализованной функциональностью, мы фиксируем такие ситуации, называем их баг-репортами, то есть отчет о найденном дефекте. Тестовый сценарий – это что-то похожее на тест-кейс, но я бы сказал, что тест-кейс больше акцентируется на какой-то части одной функциональности. Допустим, это может быть какой-то один тест для функциональности авторизации. В случае с тестовым сценарием это тест, который может проходить сквозь всю систему. То есть он может затрагивать несколько функциональностей. То есть это некий такой user flow, который пользователь может пройти с помощью нескольких функциональностей в системе. Risk log – это еще один вид тестовой документации, но он больше похож на антагониста тест-кейса. То есть он больше нацелен на потенциальные риски, потенциальные дефекты, которые могут быть в функциональности. При этом тест-кейс больше формируется на основании требований и положительных сценариев, отталкивается от требований. В случае с риск-логом мы, конечно же, потенциально предполагаем, какие могут быть дефекты, и на основании этого пишем так называемый риск-лог. Тестовый набор. Это какой-то набор тестов, объединенных определенным образом. Это могут быть тесты, объединенные по видам тестирования, это тесты могут быть объединенные по приоритету и так далее. То есть для того, чтобы можно было выбрать определенный набор тестов быстро и провести какой-то вид тестирования. И TSR, Test Summary Report, это отчеты о пройденном процессе тестирования. Обычно тестировщики их создают в конце пройденной стадии по тестированию, для того, чтобы зафиксировать результаты и предоставить такой отчет менеджменту либо заказчику. А теперь давайте детально поговорим про тест-план. Итак, тест-план, я бы сказал, это первый документ, который чаще всего создается на проекте. То есть это документ, который полностью описывает весь объем работ по тестированию. Начиная от описания самого программного продукта, что мы тестируем, как тестируем, когда будем тестировать. И описывает такие фундаментальные вещи, как стратегии, уровни тестирования, виды тестирования. Мы можем закладывать шаблоны тестовой документации в тест-плане. Также мы закладываем критерии начала и окончания тестирования. То есть при каких условиях мы можем начать тестировать, при каких мы должны заканчивать наш процесс тестирования. Также тест-план описывает и необходимость конкретного оборудования, либо специфических знаний, либо программного обеспечения, которое необходимо для самого процесса тестирования. Еще он может описывать функции, которые будут протестированы, которые не будут протестированы и так далее. То есть в принципе тест-план может быть вариативным и отличаться от проекта к проекту, так как все проекты разные и тест-планы, исходя из этого, тоже могут быть разные и включать в себя разные атрибуты. Следующее – чек-лист. И это самый популярный тестовый документ, который можно чаще всего встретить на проектах. То есть это набор тестов, либо набор идей, то, как мы будем проверять наш программный продукт. По факту это некий список того, что нужно не забыть проверить. А именно это формализированный перечень тестов. Пункты в чек-листе при этом должны быть минимально полными и атомарными операциями, то есть не должны зависеть друг от друга. То есть каждый список в нашем чек-листе должен проверять лишь одну какую-то функцию и быть независимым от другого теста. К примеру, у нас есть функция сложения в калькуляторе,
И списком наших тестов, конечно же, будет проверка разных типов данных. Допустим, сложение целых чисел, сложение дробных чисел, дробного и целого числа, положительные, отрицательные числа и так далее. То есть вариативность уже по типам данных для нашей функции сложения. Каждый отдельный такой тест, он является атомарным и не зависит от другого теста в этом списке. Ну а более детально про чек-лист и с практическими примерами мы разберем в других видео. Следующее это тест-кейс. Тест-кейс, я бы сказал, это дополнение к чек-листу, либо более расширенный документ. Иногда на проектах могут существовать как чек-лист, так и тест-кейс. Также на проектах может быть создание в начале чек-листа, а после превращения этого чек-листа в полноценные тест-кейсы. Здесь уже все зависит от процесса, который есть на том или ином проекте. Тем не менее, что же такое тест-кейс и чем он отличается от чек-листа? Тест-кейс это более детальная тестовая документация, которая описывает уже совокупность шагов, конкретных условий и параметров входных данных, необходимые для проверки той или иной функциональности. Я бы сказал, что основная структура тест-кейса состоит из предусловий, описания, к которому мы относим шаги и ожидаемый результат, и иногда могут быть post-conditions, постусловия. Давайте смотреть теперь на примере. Представим, у нас есть авторизация. И список тестов может выглядеть следующим образом. Авторизация с валидным логином и валидным паролем. Авторизация с невалидным логином и валидным паролем. Авторизация с валидным логином и невалидным паролем. Да, и наоборот. Невалидный логин и невалидный пароль. Этот список можно продолжать, но тем не менее. Остановимся на этом. Как же будет выглядеть один тест-кейс из этого списка? Как я уже сказал, конечно же, первый, из чего он состоит, это заголовок. Заголовок должен быть у нас понятным, читабельным и лаконично описанным, чтобы можно было понять, что мы проверяем. Основная структура это, конечно же, preconditions, то есть шаги, которые приводят нашу систему в готовую для тестирования. Здесь может быть какие-то предварительные действия, которые нужно выполнить. Здесь может быть переход на нужную страницу, на которой находится наша функциональность и так далее. То есть то, без чего мы не можем начать проверять конкретную функциональность, описанную в этом тесте. Дальше идут шаги, то есть те шаги, те действия, которые пользователь должен будет выполнить для того, чтобы воспользоваться данной функциональностью. В нашем случае это успешная авторизация. Поэтому в шагах у нас указано ввод e-mail и пароля и нажатие на кнопку «Войти». И, конечно же, ожидаемый результат. В ожидаемом результате может быть как и одно общее описание того, что должно произойти после выполнения всех шагов, так и расписание ожидаемого результата на каждый шаг, описанный в блоке с шагами. Тем не менее, основным ожидаемым результатом для нашей успешной авторизации, конечно же, будет то, что пользователь успешно войдет в систему и, возможно, попадет в личный кабинет. Ну а более детально про тест-кейсы и с практическими примерами мы рассмотрим в следующих видео. Сегодня был краткий обзор того, какие тестовые документы может использовать в своей работе тестировщик. И небольшие наглядные примеры, что такое чек-лист и что такое тест-кейс. Ну а более детально и с практическими примерами мы ознакомимся в следующих видео. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите. Подпишитесь на канал и поставьте лайк для того, чтобы оставаться с нами на связи. И я подготовлю еще больше полезной информации. А мы увидимся с вами в следующем выпуске.